Вот катаюсь я по каналам Венеции, любуюсь арками Эйфелевой башни в отражении лондонских фасадов и буквально в 2 шагах от колоннад Древнего Рима. И, возможно, ставлю вас в тупик. А каким-то образом так быстро она может перемещаться по миру без самолета, чемоданов, ну и всего такого? Да очень просто. Когда башня чуть меньше, каналы короче, а колонны не из мрамора, а из гипсокартона. Добро пожаловать в Макао! Это жизнь других. Добро пожаловать в город, куда люди приезжают проигрывать. Мы в мировой столице казино Макао. Но, как говорят, в казино приезжают играть только туристы. А нас, как правило, не интересуют их заботы. Нам важно узнать, легко ли местному занять парковку раньше соседа. И дорого ли официантке обходится детсад для ребенка. Сегодня я хочу посмотреть, как живут в Макао люди, у которых нет в расписании ни рулетки, ни покера, ни казино. У кого есть обычные дела: работа, цены, маркет, детсад и мечта не слышать под окнами крики туристов. Макао – совсем небольшой город на юге Китая, который расположился у самого моря. Это автономия со своей валютой, полицией и правительством. По размерам он меньше многих районов крупного мегаполиса. Но по плотности людей один из самых тесных в мире. По идее, здесь все рядом. Дом, работа, школа, магазин, и доехать из одного конца в другой можно за полчаса. Но так ли это, нам еще предстоит проверить. Живут здесь в основном китайцы, но есть много португальцев, ведь у города также и португальское прошлое. В общем, небольшой город, но с большой историей и наверняка необычной для нас жизнью. Такой, как у Жозе, который то и дело придумывает, как бы сделать свое португальское меню немножечко более китайским, но при этом и не переборщить. Или такой, как у местного студента Сена, который в ближайшие несколько лет будет 10-й дорогой обходить все казино города, ведь от этого зависит его диплом. А возможно, такой, как у домработницы Лины, для которой Макао – это вообще не столько жизнь, сколько работа. Если вы хоть раз искали в интернете картинки Макао, то точно запомнили миллионы огней, высокие небоскребы и причудливую футуристическую архитектуру. Так вот, еще каких-то 25 лет назад всего этого не было вообще. Сегодня Макао – это небоскребы, гигантские отели, казино, но началось на самом деле все вот с этой башни. В 2001 году это была единственная современная постройка, и уже после нее началось все. Но так как с этой башни началось рождение, так сказать, знаменитости Макао, то с нее решила начать и я. Кстати, внимательный зритель мог заметить, что во время моей подводки с башни что-то летело вниз и кричало. Так вот, это не что-то, а кто-то. Туристы приезжают в Макао не только чтобы в казино поиграть, но и чтобы после этого с крыши спрыгнуть. Ну, в смысле, с башни. В смысле, безопасно прыгнуть. Ну, вы поняли. Они же за это даже деньги платят. Прыжок стоит 3000 патак,
А просто подняться на башню стоит 200 потак. Ты будешь прыгать? Будешь прыгать? Точно? Потому что я просто поднимусь и посмотрю. И дешевле, и безопаснее, так сказать. Please, two. Угу. Поднявшись наверх, ты понимаешь, насколько это действительно страшно. Ну, шутка ли? 233 метра. Чтобы было нагляднее, это примерно 75 этажей. Но люди стоят в очереди. А человек, который их сбрасывает, это, само собой, очень ответственная профессия. Да-да, вот такая профессия людей из башни сбрасывать. Насколько я знаю, чтобы там работать, надо быть сертифицированным промышленным альпинистом, иметь навыки базовой медицинской подготовки, знать английский и, думаю, даже быть немного психологом. На самом деле очень много людей сюда приезжает, чтобы специально прыгнуть с этой башни, но 30% из них, когда их уже привязывают, они отказываются. Ну, потому что это очень страшно. Мне тут стоять страшно, понимаешь? Опять же, спросить напрямую такого спеца о его зарплате не получилось. Ну, вы понимаете, он был немножечко занят. Но местные мне сказали, что получает он в районе 30-40 тысяч долларов в год. Честно говоря, я бы еще чуть-чуть доплачивала за смелость. Ой, посмотри, ну красота. Ну, решеточка есть на всякий случай. И тут... Нет, тут нету. Тут ты просто стоишь на этом стекле. Господи. Ну, говорят, что это стекло может выдержать грузовик. Я чуть-чуть меньше, чем грузовик вешу. Мне так кажется. Сверху город выглядит действительно впечатляюще. Хоть на самом деле население здесь даже не превышает 1 миллиона, что по меркам Китая практически райцентр. Поэтому если спуститься с неба на землю и пройтись по улицам, то тут обычная жизнь видна невооруженным глазом. Кофейни, парки, детские площадки. Прямо посреди города, извини, малыш, такая детская площадка, где родители с детьми могут прийти и играть. Это абсолютно бесплатно. Тут главное, чтобы снимали обувь и не приходить сюда с едой. И все. Так, вот это тебе, на. Я не просто так удивляюсь, что детская площадка – это бесплатно. Дело в том, что в доброй половине других стран мира такого уровня площадки даже в частных детсадах не снились. Наш город стоит на островах, поэтому тут очень тесно и места не хватает фактически для всего, кроме зон для детей. Похожих площадок много по всему Макао. Они всегда большие и просторные, а одна так и вовсе целый город в городе, но 1,5 квадратных километра. А еще просто на улицах города полно всяких указателей, табличек и инструкций. По части инструкций, мне кажется, что у местных властей вообще есть какой-то пунктик, потому что их здесь можно встретить абсолютно везде. Они буквально на деревьях висят. Кстати, в Макао ты идешь, и на многих деревьях висят вот такие QR-коды, видите? Это не только здесь, везде по городу. Я думаю, что это такое? Это, оказывается, ты можешь подойти и узнать, что это за дерево, потому что за ними, за всеми ухаживают, их выращивают, их поддерживают. И вот, чтобы тебе было интересно, раз и узнал, как это дерево называется, где оно растет, сколько ему лет и как надо за ним ухаживать. А вот, по-моему, самый содержательный в мире график общественного транспорта. Смотрите, какое удобное расписание автобусов. Ты подходишь, вот такой человек, как я, который вообще ничего не понимает. И тут написано, 11-й автобус будет через 1 остановку, 15-й через 9. И вот тут написано направление, какая остановка за какой будет идти. Автобусы – основной вид транспорта в Макао. Маршрутов по городу порядка 60.
Они ходят по главным улицам и вглубь кварталов. А таблички на остановках дублируются на китайском и португальском, чтобы каждый мог разобраться, где ему выходить. Цена одна для всех – 6 патак за любую поездку. Еще у нас много шаттлов для туристов, то есть автобусов, принадлежащих гостиницам и казино, которые связывают эти самые казино-отели с пограничными переходами, аэропортом и причалами. Но обычные горожане тоже могут ими пользоваться бесплатно. И в большинстве случаев так и делают. О, 22-й пришел. Смотри, о, видишь, вот 22-й, вот как было и обещано. Пожалуйста, он тут как тут. Я не пойду, мне ж не надо на автобус, правильно? Я иду дальше. Для меня очень важно, чтобы в путешествиях не было накладок. Поэтому я так люблю сервис бронирования «Островок». С ним всегда все четко и по плану. В отеле меня всегда ждет тот самый номер, что я хотела. Никаких сюрпризов. Удобное приложение, фильтры для каждого, оплата российской и зарубежной карты и множество других дополнительных опций. Заходите на сайт Островок.ру или скачивайте приложение. На островке есть место для каждого. Вот вы сейчас сидите дома, завтракаете, вам прекрасно, а местные жители предпочитают завтракать не дома. Вот идут куда-нибудь, и обедать, кстати, тоже. Одно из самых популярных десертов, я тоже так обожаю, португальские, не знаю как, пирожное. Пирожное называется паштел де ната. Это всемирно известный португальский рецепт. Но в Макао он немного другой, как правило, с добавлением кукурузной муки и немного больше молока, чтобы угодить вкусам китайского населения. Для многих местных португальцев такой паштел плюс сэндвич и кофе – это типичный завтрак. Китайцы же чаще любят завтракать с лапшой, но после нее тоже от пирожного не отказываются. Вот сейчас у меня будет такой местный завтрак. Видишь, тут еще и очередь стоит, понимаешь? Все сюда хотят прийти. Hello, please, one this and one coffee. Эспрессо. Окей, how much? С вас 25 патак, сеньора. Дай денег. Что ты снимаешь это? Окей, у меня вот человек, который платит. Сколько приблизительно в день вы продаете этих пирожных? Сотни. Я честно даже не могу сказать точнее, но у нас тут свой секретный рецепт, поэтому к нам и идут. Я уже говорил, что в Макао рецепт не такой, как в Португалии. Так вот, у нас в пекарне рецепт еще и немного отличается от того, что привычный в самом Макао. Но детали рассказать не могу. Это секретная информация. Удобно, конечно. У нас рецепт супер-пупер уникальный. Но какой не скажу. Ладно, сейчас попробуем. Thank you. Только корицу обязательно добавьте. Вы сюда, да? Ага, я поняла. Видишь, обязательное условие еще есть. Ой. Ну, не сказали корицу с пирожным, сказали чуть-чуть, но получилось не чуть-чуть. Но я знаю, это пирожное очень вкусное, очень. Ну, в общем, на вкус я никакого отличия не чувствую. Одно скажу, это точно очень вкусно. Разве что в Португалии я бы, может быть, реагировала так. А в Макао вот так. Вот и все отличия. Я понимаю этих людей, которые сюда приходят завтракать. В такие пекарни любят захаживать именно местные. Много туристов здесь не встретишь. А вот после завтрака народ бежит куда? Правильно, на работу. А значит... Ну что, добро пожаловать в Венецию. Это жизнь других. Ну, ладно, пошутила. Венеция, да не Венеция, вон, китайский гондольер, как говорится. Мы до сих пор в Макао, но чуть-чуть венецианский. Да-да, работа многих местных заключается в том, чтобы копировать венецианского гондольера, катая туристов на копии итальянской гондолы, внутри копии итальянского города. В Макао можно увидеть не только площадь Сан-Марко, но и Биг Бен, и Эйфелеву башню, и древние колонны Рима.
На самом деле все это, конечно же, декорации, где вместо британского тумана кондиционер, а вместо соленой воды в каналах хлорированная. А главное, все это казино. То есть достопримечательности существуют просто для того, чтобы туристам было интереснее проигрывать свои деньги. Всего в городе десятки казино, но конкретно это самое огромное и не только в Макао. 600 игровых столов, 2000 игровых автоматов, 1000 квадратных метров, и все это самое большое казино в мире. За год во всех местных казино игроки оставляют около 30 миллиардов долларов. Это не оборот и не ставки, а именно то, что в итоге остается у казино. Поэтому вы уж извините, но играть я не буду. Думаю, им и без меня достаточно. Покатаюсь на гондоле и хватит. Заплатила 168 патак и иду кататься на гондоле. О, бенвенуто, мне говорит, грация, грация. А местные, кстати, тоже приходят в казино просто как в развлекательный центр. На деньги особо никто не играет. Я бывала в казино множество раз, но играла всего однажды. И не поняла прикола, если честно. На гондоле кататься интереснее. А вы давно работаете гондольером? 7 лет уже. Слушай, а мне сказали, что вас отбирают именно, чтобы вы пели, что вы певцы все, это правда? Да нет, только некоторые. Это не обязательно. А сложно устроиться было сюда на работу гондольером? Ну, ты, наверное, догадываешься, что тут не как в Венеции. Из поколения в поколение эта профессия не передается. Честно говоря, сюда легко берут, если ты просто красивый. А, серьезно? А, так вас... Ну да, ты красивый, это правда. Если бы ты еще пел, то вообще бы тебе цены не было. Ну, наверное, кто поет, зарабатывает больше, да? Не знаю, если честно, нам запрещено об этом говорить. Да и вообще, на тему денег. Мы же в казино. Ну, правильно, кстати, да. Вот так всегда, вот так в любом казино мира. Денег тут каждый день просто горы, но их тема – строгое табу. Они как будто часть декораций. В коллективе о зарплатах и заработках не говорят. Не потому что стесняются, а потому что так спокойнее, когда вокруг миллиарды. Лучше делать вид, что ты просто работаешь в красивом интерьере и вообще сюда пришел не за этим. Взять индивидуальную гондолу стоит 80 евро. На самом деле столько же стоит и Венеция. Только в Венеции тебя катают час, а тут 12 минут. И все на тебя смотрят. А вода ледяная, правда, слушай. Ой, они, наверное, смотрят на меня, потому что у меня халат с драконом. Кстати, дракон приносит удачу. Только почему-то с таким драконом хожу только одна я. Им что, не нужна удача? На самом деле местные тут, конечно же, как и в материковом Китае, страшно суеверные. И символы этого суеверия можно увидеть повсеместно по городу. Вот если прийти в гости к условному гондольеру, то перед подъездом непременно будет одна суеверная деталь. Вот видите, перед входом обязательно стоит алтарь для духов. Тут почтовые ящики, домофон. Позвонил и тебя запустили. Идем посмотрим, как живут зажиточные местные жители. Очень интересно. Большинство народу у нас живет в очень маленьких квартирах. 15-20 квадратных метров – это уже достаточно для жизни многих. Но это скорее социальное жилье. 50 – это уже средний класс. А всех, кто живет в квартире, что больше 80 квадратов, уже можно назвать людьми зажиточными. Итак, я покажу вам сейчас квартиру. Хозяева, как всегда, очень скромные и сказали, что мы стесняемся, поэтому показывайте без нас. Ну, зато мы с вами посмотрим, как живут местные жители в обеспеченном районе. Итак, вот квартира, 80 квадратных метров, стоит 300 тысяч долларов. Самое дорогое, что вы можете купить в Макао, это паркоместо. Шучу, конечно, но с долей правды. Это удовольствие здесь может стоить как сама квартира.
В некоторых районах доходит до 200 тысяч долларов. Живет тут 2 человека. Значит, тут вот есть общая, как гостиная, столовая, не знаю, как это сказать. Тут есть гардеробная, 2 спальни, телевизор. Коммунальные в квартире обходятся примерно в 500 патак. Львиная доля – это электричество. Так как в квартирах Макао практически круглый год работает кондиционер. Летом, потому что он охлаждает, а зимой, наоборот, именно им здесь и греются. Балкон, что, кстати, очень важно вообще для местных. И все белье они сушат именно на балконе. То есть у всех висит белье. И идем, конечно, посмотрим сердце квартиры, кухню. Она достаточно маленькая, тут, буквально, я не знаю, 4-5 квадратных метров. Тут есть плита, раковина, окна выходят внутрь дома в колодец. Тут какая-то печка, тарелки. Все очень чистенько и аккуратненько. Кстати, двор рядом с домом, тротуары и вообще все улицы Макао тоже очень чистые. Мусор тут не сортируют и не платят за вывоз мусора тоже. То есть просто приходят, выбросили и пошли себе по своим делам. По причине того, что население города небольшое, родильных отделений здесь всего 2. А еще оказалось, что их правила посещения настолько строгие, что мне в больницу можно попасть только если я отец ребенка, или я лично приеду рожать. В общем, туда не пойдем, но все узнаем обязательно. Сколько дней после родов женщина находится в больнице? Если все хорошо прошло, то до 3 дней. А выплаты какие-то бывают после выписки? Да, конечно. Государство у нас неплохо помогает. Есть оплачиваемый декрет до 70 дней с полным сохранением зарплаты. Одноразовая выплата, если я правильно помню, это 4000 патак каждому из родителей. Кроме того, чтобы вы понимали, вся государственная медицина здесь тоже полностью бесплатная. А роженицам еще какие-то дополнительные подарки выдают. Это правда, что дают женщинам сумку с вещами? Да, через 2 недели после родов в больницу можно прийти и получить, но я не ездила, у меня муж получал. Муж? Вот это хорошо, я поняла. В целом там очень полезный набор всего, и для малыша, и для мамы, от витаминов до детского масла, подгузники, пеленки, одежда, женская гигиена, все, что надо, и даже инструкция ко всему есть. Макао хоть и маленький город, но с высшим образованием здесь все в порядке. Есть несколько хороших университетов, но без лишнего пафоса и всяких лик плюща. Если школу закончил, учиться можешь. Поступление у нас простое, через школьные экзамены, и большого конкурса тоже нет. Просто многие вообще не идут в университет, сразу работают, поэтому мест хватает с головой. Учеба здесь не обязательный пункт биографии, а осознанный выбор. И, кстати, платят за него тоже осознанно. Государственные вузы для местных относительно недорогие. Частные несколько тысяч долларов за семестр. Лично я вообще учусь бесплатно, потому что я умный. А когда закончу, то с работой проблем тоже не будет. Или тут в Макао, или в Китае я ее обязательно найду. Это несложно. Это стадион на территории университета, это корпус университета. Мы сейчас находимся на парковке университета. А вот эти дома – это уже Китай. Вот эта граница, видите, забор бетонный. Все, это конец университета, и за ним начинается город Жухай. Учиться у нас вообще не сложно. Я бы даже сказал, по приколу. Как раз из-за того, что народу мало. На некоторых факультетах вообще может быть по 3 человека в группе. Но выгнать при этом все равно могут. Во всех университетах студента могут выгнать за неуспеваемость, за плохое поведение, за все что угодно. Тут тоже. Но главная причина, за что могут выгнать тут,
студента, она абсолютно не связана с учебой. Вы даже не представляете, за что их могут выгнать сразу, без разговора. За что же могут отчислить местного студента, я решила узнать за студенческим обедом. 2 в 1, так сказать. Ну и чуть-чуть потянем интригу и начнем именно с темы обеда. Да тут ничего сверхъестественного. Это просто свинина с хлебом. Просто, дешево и сердито. И то есть и ты пьешь чай, да, горячий? И сколько все это стоит у тебя? Чай я с собой принес, а сэндвич 15 патак стоил. Я всегда его беру в перерыве между парами. Он вкусный. А ты на каком курсе учишься? Я на 2. А за что могут выгнать из университета? Ну, главная причина – это если заметят студента в казино. То есть ты пока студент, ты не можешь заходить в казино? Да, именно. Туда вообще нельзя заходить ни под каким предлогом. Потому что нельзя деньги тратить на ветер, правильно? Ну, в каком-то смысле. Если ты учишься, то ты должен именно учиться. Мое мнение, это потому, что государство дает много субсидий на обучение и некоторым финансирует обучение полностью, а казино приносит основной доход в казну Макао. Следовательно, если студент будет проигрывать, то получится, что государство само себе деньги проиграло. Эта теория подтверждается еще тем, что для иностранных студентов никаких запретов нет. Вот такие дела. А обмануть систему будет непросто, ведь при входе в казино проверяют твои документы. Кроме того, по всему Макао полно камер. Хоть они не столько для слежки, сколько для безопасности. Макао действительно очень безопасно, потому что за тобой следят просто действительно почти на каждом углу. Макао – город удивительно спокойный. Здесь можно гулять поздно вечером, не оглядываясь. И максимум, что с тобой случится, тебя вежливо попросят не стоять на проходе. Вот и все. Здесь вообще все под контролем. Камеры, охрана, правила. Но оно и не удивительно. Тут каждый день проигрывают миллионы. Чтобы вы понимали про безопасность в Макао, я пошла в дамскую комнату и забыла туалет. Забыла телефон в туалете, понимаете? И минут через 10-15 захотелось сфотографироваться, а телефона нет. Я побежала обратно. Что вы думаете? Моя кабинка в туалете уже была закрыта. Стоял секьюрити, 2 уборщицы, которые мне вынесли телефон, попросили меня его разблокировать, чтобы они понимали, что это мой. И все, и телефон оказался у меня. Вот так. Так что... Короче говоря, максимально опасно для меня, а особенно для моего оператора, может быть только если я проголодаюсь. Но, слава богу, в Макао существует множество заведений, которые в любой момент готовы прийти на скорую кулинарную помощь. Кухня Макао, она как и сам город. Тут смешано много разных культур. В основном, конечно, китайская и португальская. В одном блюде вы можете встретить португальский рецепт приготовления курицы, но политый китайским соусом. Или наоборот, китайскую рыбу с португальской подливой. Самое смешное, что кухню Макао любят только в Макао. Если вы приготовите что-то местное в Португалии или в Китае, это вряд ли кто-то будет есть. После всего услышанного было бы странно, если бы я не выбрала ресторан, где владелец португалец, а повар китаянка. Ну и кухня, вы уже догадались, что не итальянская. О, наконец-то готова моя еда. Мне понравилось, что это делается очень быстро. Так, спасибо. Что это такое? От Португалии здесь треска и колбаса чориса. От Китая соевый соус, имбирь и немного мандариновой сушеной цедры. И во время приготовления я добавил еще каплю рисового вина. Кроме того, тут рис и овощи. Но они целиком мультикультурные. Как интересно. Оригинальное блюдо. Эксперимент. Эксперимент, да, я поняла. Я тоже такие делаю эксперименты дома, знаешь, все сделаю, все, что было в холодильнике, а потом получается так вкусно. Со стороны кажется, что сюда накидали всего подряд, и это какая-то паэлья, которая заблудилась в Гуанчжоу. Но это вкусно, хоть я даже не могу описать все краски и вкусы этого блюда, но, честное слово, это вкусно.
Спасибо, это я сам придумал рецепт вместе со своей коллегой. Нигде в мире ты его больше не найдешь. То есть вот и местные жители вот любят такое мясо с рыбой, с овощами и с рисом, да? Но это правда вкусно. Ну, конечно, все любят. Но и туристы тоже. Вот тебе же понравилось. Основой блюда был другой рецепт, где много риса и немного колбасы. Ну а сейчас от него осталось совсем чуть-чуть. Поэтому я назвал его чао-чао-рис. Я поняла, чау-рис. Конечно, тут и того риса и не чувствуется, потому что тут все что угодно, кроме риса. Чау-чау-рис. В реальности местные совсем не часто ходят по ресторанам. Причина простая – это дорого. Рестораны в Макао в основном рассчитаны на туристов, а значит и немного с накруткой. Средний ужин в ресторане на человека обойдется примерно в 400 патак. Гораздо дешевле поехать через мост в Китай и поужинать там, что многие, собственно, и делают. 400 патак за ужин – это и правда немало. Для понимания, у повара в этом же заведении зарплата будет примерно 20 тысяч патак в месяц, что вполне средний показатель для Макао. Но хватает ли им этого на жизнь? Да, средняя зарплата где-то 20-25 тысяч патак. Звучит неплохо, но аренда сразу съедает половину. Жилье – это самая большая статья расходов. Поэтому многие у нас живут с родителями или делят квартиру. В Макао это нормально, даже если тебе давно за 30. Еда – это следующая статья расходов. Если питаться в местных кафе и ресторанах, можно и в 4000 патак на человека за месяц не уложиться. Поэтому большинство готовит дома, так значительно дешевле. Мы, например, так и делаем. И в месяц получается, что тратим около 5000 патак на всю семью из 4 человек. Пока что все звучит непросто, но на самом деле тут есть один важный момент – государство. И здесь Макао сильно отличается от многих других стран. Если резиденту города реально денег не хватает, то его не оставят один на один с проблемами. Раз в год в Макао есть так называемая раздача денег. Постоянные жители получают от государства около 10 тысяч патак, просто потому что здесь живут. А во время пандемии так правительство вообще выплатило всем тысяч по 40 и отменило все платежи за коммуналку на полгода. Если местному человеку совсем негде жить, то государство арендует ему квартиру за бюджетные деньги. Конечно, она будет маленькая, но бессрочно бесплатная. И пока он не найдет работу, ему еще будут выплачивать пособие на еду. У нас есть еще, кроме того, много разных субсидий для детей, малоимущих и пенсионеров. Ну и вся медицина тоже полностью бесплатная. А еще в городе существуют разные зоны отдыха, оборудованные для барбекю, спортивных игр и другого досуга. И за всю эту красоту тоже платить не надо ни копейки. Вот тут на набережной люди приходят, отдыхают, гуляют с детьми, приходят со своими продуктами, могут тут сидеть, ужинать, обедать, все что угодно. Там дальше есть мангалы, но они бесплатные, но их нужно заказывать онлайн. Ну вот, к сожалению, я пришла уже вечером, уже все разошлись, но тем не менее вот такой отдых у местных жителей. Заботиться здесь хорошо не только о людях, но и о других гражданах Макао. Да так заботиться, что я и сама захотела местное гражданство. Когда-то Китай подарил Макао 2 панды – Кай-Кай и Синь-Синь. И живут они здесь просто как король и королева. Никакой коммуны, никаких соседей, просто сидит один и жует бамбук. Бамбук для него привозят специально с Сычуаня. Понимаете, самолет летает в Макао. Сычуань берет для него бамбук специальный. И он ест в день до 40 килограмм бамбука. Чтобы была энергия хорошая, там, я не знаю, кожа, волосы, там, ну какие волосы. Вон, смотри, какой хорошенький такой. Эти панды у нас местные знаменитости. Я и сам раз в пару месяцев прихожу и с удовольствием смотрю на их жизнь.
Это бесплатно и рядом с нами. А сами панды как антистресс. Просто смотришь, как они ничего не делают, и тебе как будто тоже сразу можно. Вы тут каждый день тут моете вот это? Нет, сейчас же не жарко. Я поняла. Ну, вам нравится, тут и людей немного, правильно? Да, тут просто туристов мало. Ну, хорошая работа. А к пандам вы ходите или вы только зеленью занимаетесь? Нет, к ним можно только ветеринару и с медицинским обследованием за 3 месяца. За 3 месяца? О, ну это серьезно. Серьезно, да. Ну, хорошо, ладно, не буду вас отвлекать, тут много дел. Здесь, в парке, туристов не увидишь, они все в казино. А этот парк – настоящее Макао с влюбленными парочками и школьными экскурсиями. Многие школы приводят сюда детей на экскурсию, потому что вход тут для них бесплатно. Слушай, ну прекрасный такой урок прийти посмотреть на панд. Я бы тоже ходила, но мы ходили в краеведческий музей раз в год. Благодаря спокойствию и безопасности в Макао едут не только туристы, но и те, кто хочет просто нормально работать. Из соседних стран сюда приезжают устраиваться в сферу обслуживания, работать горничными, уборщиками или помощниками на кухне. В городе, где все тихо и под контролем, даже простая работа дает стабильность, понятный контракт и зарплату, за которой не нужно бегать. Почти в каждой семье в Макао работает домработница. В основном это филиппинки. И со стороны кажется, что история простая. Приехала, убираешь, получаешь деньги. Но так ли все просто на самом деле? Без контракта сюда почти никто не едет. Контракт – это первое, на что все смотрят. Там прописано, сколько часов ты работаешь, сколько выходных и сколько получаешь. А если кто-то говорит «давай просто так», не соглашайся. В Макао все знают, без контракта ты потом ничего не докажешь. Многие боятся, что их могут обмануть с деньгами. Оно и неудивительно. Все-таки ты живешь в чужом доме. С одной из таких домработниц я познакомилась просто на рынке, когда она делала покупки для семьи, у которой работает. То есть вы вот купили продукты и идете домой готовить сейчас, правильно? Да, все верно. Давно живешь вообще в Макао? В Макао 7 лет уже. А до этого еще 12 лет работала в Гонконге. А ты работаешь в какой семье? Китайской или португальской? Я в португальской. Но работала и в китайских. Тут всегда по-разному. Есть хорошие, спокойные, а есть и тяжелые, без выходных, с постоянными просьбами, типа «давай еще чуть-чуть», но это сразу видно. Тяжело вообще найти работу, хорошую семью здесь? Непросто. Но работать тут комфортно, относятся вежливо, но по делу. Не дружат, но и не унижают. Короче, просто как к сотруднику. Здесь вообще не любят лишние эмоции, ни хорошие, ни плохие. В Макао вообще больше всего любят предсказуемость. Обманы тут бывают крайне редко. Если не платят, можно жаловаться. Есть сообщество, есть юристы, есть консульство. Работодатели это знают, поэтому чаще платят вовремя. Им проще заплатить, чем иметь проблемы. Так, а какая, собственно, зарплата? Ради нее ведь все это и затевалось. У меня 5500 в месяц. Но мне платят чуть выше среднего, потому что я не живу в доме хозяев. А те, кто живет, получают 4500. Именно таких и большинство. За что могут уволить тебя? Да просто если не будешь делать то, что должна. А никакого предвзятого отношения к нам нет, если ты об этом. Здесь много иностранцев, и домработница – это не редкость. На тебя смотрят, как на часть городской жизни. Короче говоря, это женщины, которые приехали за приятными правилами и честными деньгами. Без какой-то романтики и амбиций, но зато без лишних рисков. А просто ради того, чтобы зарабатывать для семьи, потому что дома они так зарабатывать не могут. Да, сюда правда не едут за счастьем. Счастье – это когда ты дома. А Макао – это место, где ты просто можешь спокойно работать и не бояться, что тебя обманут или завтра все резко закончится. Я знаю, сколько получу в конце месяца, и знаю, что смогу отправить деньги домой. Иногда этого достаточно. Не знаю, как вы, а я не могу назвать этих женщин иначе, как героинями.
Ведь они приносят в жертву свою возможность быть рядом с детьми ради их же благополучия. Я скучаю по дому, очень. Но здесь я чувствую, что моя работа что-то значит для моей семьи. Я не играю в казино, не живу красиво, но я знаю, ради чего сюда приехала. И пока это работает, я остаюсь. Конечно, это не мечта, а скорее расчетливый план. Находясь здесь, я могу быть спокойна за будущее своих детей, которые там. А пока у тебя есть спокойствие, мечту можно оставить на потом. Макао – город, который далеко не все называют своим. Многие говорят «пока я здесь». Люди приезжают ненадолго, но это ненадолго иногда растягивается на годы. Потому что жизнь не всегда складывается как история мечты. Иногда она складывается как рабочий график, переводы денег и редкие видеозвонки домой. А при этом рядом живут те, кто здесь родился и просто продолжает свою обычную жизнь. Но именно все эти люди вместе делают сам город по-настоящему живым. It's no use living if you're already dead. It's not worth saying if it's already said. Even if it all goes over your head, believe it if you want to. So keep your eyes on the road and your head in the stars. Follow it down the rabbit hole just a little while longer. You can change anything if you want to. Sing it like ooh, if you want to. Sing it like ooh, if you want to. В Макао многие приезжают не за мечтой, а за возможностью ее не потерять. И иногда это звучит честнее любого джекпота. Пусть в этом городе казино светится так ярко, будто жизнь здесь одна сплошная игра. Но для большинства это всего лишь фон. Это город, где работают и считают деньги, которые заработали. Большинство здесь живет не в пентхаусах, а арендует жилье и воспитывает детей. А я иногда просто смотрю на пант, чтобы вспомнить, что можно вообще никуда не спешить. В Макао ставки делают далеко не все. Кто-то играет, а кто-то просто выбирает стабильность. И как по мне, главный выигрыш здесь – это как раз не флеш-рояль, а возможность спокойно жить и знать, что завтра будет почти таким же, а может быть чуть-чуть лучше, чем вчера. Смотрите в следующей серии. Рассказываю, где можно спрятаться от непогоды. Станции в метро построены так, чтобы они выдерживали тайфун. Тут стоят такие автоматы, которые показывают уровень опасности и показывают, как пройти собеседование местным дошколятам. Первый этап собеседования заключается в том, что ребенок в 3 года должен просто один, сам без мамы, зайти в детский сад.